Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой ажурный узор с лаконичными ромбами, который идеально подойдет для базовых, демисезонных и летних изделий. Но если к изделию, связанному этим узором, прикрепить брошь, то получится очень эффектный вечерний наряд. Узор выглядит очень красиво, как самостоятельный, полностью полотно связано этим узором. Можно даже без манжета, так как край здесь идет вот такая легкая волна по краю. Но и на манжете будет смотреться тоже очень красиво. Также можно этим узором просто сделать кайму, к примеру, по низу изделий. Дальше или лицевая гладь, или же сетка, или ажурные дорожки. Выбор очень велик, потому что здесь используется как лицевая гладь, так и вот такая минималистичная ажурная дорожка, которая может потом перейти в основную часть узора. Но это все дело вкуса. Что хочу сказать по пряже. Пряжа здесь подойдет практически любая, от средней до достаточно тонкой. И спицы можно подбирать те, которые рекомендует производитель пряжи, или чуть-чуть тоньше. В рыхлом вязании этот узор будет, с моей точки зрения, смотреться красиво только в пушистой пряже. Но опять-таки видов пряжи очень много, вкусы у всех нас разные, поэтому нужно пробовать и смотреть, что нравится именно вам. Данный образец я вязала из полухлопка. Здесь 320 метров в 100 граммах, и спицы брала я номер 3. Как видите на схеме, узор очень простой. Здесь используются такие приемы вязания, как убавление петель 2 вместе влево-вправо, накиды, лицевые и изнаночные. То есть с этим узором может справиться даже начинающий мастер. Раппорт данного узора составляет 14 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Вот эта часть. Я просто начинала образец вязать со серединки раппорта. Мне показалось так интереснее. Для провязывания образца вместе с вами я набрала 17 петель обычным способом и провязала установочный ряд лицевой гладью. Давайте приступим к исполнению данного узора. Первый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Каждый вяжет по-разному, чтобы не получались петли скрещенными. При провязывании 2 вместе с наклоном влево вторая дужка петли вот должна смотреть на вас. У меня петли смотрят правильно, поэтому я провязываю просто обычным способом. Далее 4 лицевые, 2, 3, 4, накид, 1 изнаночная, накид, 4 лицевые, 3, 4, 2 вместе с наклоном вправо. При наклоне вправо первая дужка должна смотреть на меня, поэтому я меняю расположение петель вот таким образом и провязываю их как 2 вместе с наклоном вправо. Я провязала раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. Ряд я заканчиваю 1 петлей симметрии, в данном случае это изнаночная, и кромочная петля. Если же вы вяжете по кругу, то вы просто вяжете от 1 до 14 петли раппорта узора
И вот эти дополнительные петли вам не нужны. И набираете количество петель для изделия кратное 14. Все четные ряды и круги вяжутся по рисунку. При поворотном вязании накиды в четных рядах провязываю изнаночной петлей, по кругу, соответственно, лицевой. Там все просто, поэтому четные ряды я буду пропускать. Третий ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. Изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. Я закончила провязывать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Пятый ряд. Кромочная. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь также следите, чтобы петли не были скрещенными. Накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 7 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной и кромочной петлями. 9 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. Я провязала 10 рядов узора. Это половина раппорта в высоту. Узор располагается в шахматном порядке. Далее мы будем вязать все то же самое, только со смещением в пол раппорта. Итак, 11 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, накид, 4 лицевые, 3, 4. 2 вместе с наклоном вправо. Следите за расположением дужек, чтобы не было ненужных скрещенных петель в этом узоре. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и накид. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. 13 ряд. Кромочная,
1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идет изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 1 лицевая. Я закончила провязывать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 15 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Я закончила раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 17 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. 19 последний лицевой ряд данного узора. Кромочная, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Я закончила раппорт узора. Далее идет изнаночная и кромочная. Вот так выглядит данный узор в более толстой пряже. Здесь я использовала хлопок 200 метров в 100 граммах и спицы у меня номер 4,5. Рисунок более выразительный, более толстой ткани, но тем не менее очень интересно смотрится. Надеюсь, узор вам понравился. Мои объяснения были понятны, и вы свяжете много красивых вещей. Спасибо, что провели это время со мной, и до встречи на канале!